Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня у нас с вами, друзья, 24 июня, пятница, последний рабочий день. Вы знаете, этот день достаточно отлично и плодотворно для многих людей пройдет. Обязательно в этот день проведите очень простую практику с помощью соли. И вы знаете, ни один враг, ни один недоброжелатель не то, что не посмотрит в вашу сторону, у него даже не появится мыслей что-либо плохое говорить. Далее, друзья, все более подробно. Вы знаете, что бы вы сегодня не задумали, знайте, если не будете отступать и не сдаваться, вы сможете добиться своего. Этот день хорошо подходит для того, чтобы разобраться в себе, навести порядок в своих мыслях, определиться с целями и с приоритетами. Сегодня можно легко расстаться с иллюзиями и фантазиями и понять, каково же реальное положение дел, и вы сможете определиться с планом действий. День вряд ли принесет вам какие-то серьезные трудности, проблемы, но мелкие недоразумения не исключены, как и неприятные сюрпризы, которые портят настроение. Вы склонны нервничать из-за всевозможных пустяков, иногда сердитесь на тех, кто не виноват. Сегодня нежелательно думать о своих каких-то старых проблемах. Лучше строить планы на будущее, это помогает настроиться на позитивный лад. Любые важные вопросы лучше обсуждать в начале дня. Договориться о чем бы то ни было в это время вам будет проще, а вот поссориться с кем-то почти невозможно. Сегодня вы с удовольствием летаете в облаках и строите какие-то иллюзии, а вот реально оценить сложившуюся ситуацию порой просто не хочется. Старайтесь быть повнимательнее к мелочам, и если вы сможете увидеть то, чего раньше не замечали, то вы поймете, как же вам действовать дальше. Очень важно, чтобы вы не торопились и проверяли полученную информацию, потому что есть опасность, что вас специально хотят ввести в заблуждение. Сегодня с утра старайтесь избегать каких-либо споров. Это не лучшее время для того, чтобы обсуждать важные вопросы, принимать решения, которые могут иметь серьезные последствия. Сегодня и благоприятный день для решения финансовых вопросов. Также появляется шанс неплохо заработать или найти новый источник доходов. Вероятно, сегодня выгодные сделки и, возможно, даже покупки. Вероятные денежные поступления, в том числе неожиданные и дорогие подарки. Сегодня можно делать покупки, вкус вас не подведет, и приобретенные вещи будут долго радовать вас. Но прежде чем купить что-то, все-таки подумайте, действительно ли вам это нужно. Сегодня вы можете потратить значительную сумму на то, без чего легко можно обойтись. Отличный сегодня день и для общения. День приносит много вам приятных встреч и даже интересных разговоров. Новые знакомые сразу произведут на вас благоприятное впечатление, вы им тоже понравитесь, так что, вероятно, начало дружеских или романтических отношений. Договориться о совместных действиях вы сможете даже с теми, кому раньше и подступились-то боялись. Полезно сегодня обсуждать вопросы, связанные с работой и бизнесом. Вы узнаете очень много нового и получите даже толковые советы. Вероятно, сегодня хорошие новости, они могут касаться как вас лично, так и кого-то из ваших близких. Не исключены сегодня приятные знакомства, также встречи с людьми, по которым вы в последнее время скучали. Во второй половине дня появляются сегодня отличные идеи. Едва ли вам удастся воплотить в жизнь их в первозданном виде, однако чуть позже, внеся кое-какие небольшие коррективы, вы сможете осуществить задуманное и останетесь довольны результатом. Вероятно, сегодня деловые предложения, которые открывают вам перспективы, правда, работать придется больше, но и доходы заметно возрастут. Чем ближе будет конец дня, тем сложнее оказываться будут найти общий язык с окружающими людьми. Тем больше вас будут критиковать и тем чаще вмешиваются в ваши дела. Вечер подходит для того, чтобы обсудить с близкими планы на будущее. У вас может появиться ясность, которой в последнее время вам точно не хватало. Многие разногласия и недоразумения останутся в прошлом. Общение с дружелюбными, оптимистично настроенными людьми, напротив, поднимает вам настроение и вдохновляет вас, помогает по-новому взглянуть на многие привычные вещи, а также дарит новые идеи.
Вторая половина дня принесет вам новые идеи и планы. У вас будет достаточно энергии для того, чтобы воплотить все задуманное в жизнь. Не исключены сегодня и поездки. Они могут занять, правда, много времени и оказаться довольно утомительными. Но вы все же не пожалеете, что отправились в дорогу. Вечером возможны мелкие бытовые трудности. Придется отложить запланированные встречи и развлечения, чтобы решить возникшие проблемы. Вероятно, сегодня финансовые потери. Вам не всегда удается правильно понять близких людей. Иногда даже их невинные, шутливые замечания, к сожалению, будут обижать вас. Сегодня нежелательно обращаться за советами и обсуждать с кем-либо свои личные дела. Вечером у вас будет достаточно времени, чтобы расслабиться и хорошо отдохнуть, восстановить силы или заняться каким-то легким, но интересным делом. Воспользуйтесь этим, и вы заметите, что ваше настроение заметно улучшилось. Вечер подходит для романтических свиданий, общение с любимым человеком значительно поднимет вам настроение. Люди, которые ищут любовь, сегодня могут добиться своего результата. Причем партнера они могут встретить на просторах интернета, в приложениях знакомств или других мессенджерах. Но старайтесь исключить короткие интрижки с коллегами. Если настроение сейчас не для серьезных отношений, тогда обойдитесь просто беседами и кофеек после рабочего дня. Не пытайтесь понравиться с первых минут, проявите свой характер на славу. И когда встретите партнера своей мечты, не стоит давить на него и форсировать события. Насладитесь вдоволь конфетно-букетным периодом. День очень хорошо подходит для оздоровительных и косметических процедур. Они эффективны и дают быстрый и заметный результат. Сегодня будет совсем нетрудно отказаться от вредных привычек. Вы даже не успеете заметить, как быстро получилось все бросить и даже не скучать за этим. Скорее всего, вы давно мечтали об этом, просто вам, наверное, не хватало просто внутренней мотивации. По лунному календарю, вы знаете, сегодня у нас с вами 24 и 25 лунные сутки. Убывающая луна в знаке зодиака Телец. Обращаем ваше внимание, что в какой-то степени сегодня удачный день для торговли, для судебных дел, но это при условии, что вы соблюдаете и режим свой, и принимаете профилактические меры в случае наличия хронических заболеваний. Также успешно сегодня идут дела, которые связаны именно с мужскими сферами жизни, а это у нас с вами работа, карьеры, финансы. Сегодня очень хорошо работать именно с мужскими стихиями, такими как огонь и воздух. Именно в этот день, друзья, 24 июня, в пятницу, поставьте защиту от врагов и сплетен. Это делается через соль. Итак, вам нужно купить новую пачку сегодня соли и купить ее без сдачи. Итак, покупаете пачечку соли, приходите домой, открываете и ставите ее со стороны левой руки. Теперь левой рукой берем соль и начинаем сыпать на правую по чуть-чуть. Когда соль сыпется, читаем следующие слова. Соль сыплю, не псу на еду. Соль дождем, врагу на беду. Что мне враг пророчит, то себе и получит. А кто на моем пути встанет, тот сам и пострадает. Утверждаю, аминь. Эти слова мы с вами читаем 3 раза. И когда читаете эти слова, соль берете по чуть-чуть с пачки и вот постоянно сыпете соль на руку. Пересыпать никуда не нужно, поэтому соль должна поместиться у вас в правой руке. Теперь сжимаете соль в кулак и сразу же идете на улицу. Выходите на улицу. Если живете в многоэтажном доме, то выходите из подъезда и идете к ближайшей дороге. Поворачиваетесь лицом к своему дому, высыпаете соль через левое плечо и говорите. Высыпаете назад и говорите «Аминь». После этого целенаправленно идете домой и ни с кем не разговариваете по дороге. Вы знаете, эта защита очень хорошо работает от злых языков, от всяких недоброжелателей, сплетен. Но обращаем ваше внимание, что именно эта
действует недолго, буквально месяц-два. Поэтому будет очень хорошо, если вы будете делать эту практику время от времени, и она очень хорошо работает, и вы будете в безопасности. А вот каждый раз, когда вы будете проводить эту практику, новую соль покупать не нужно. Просто используйте ту, что вы купили первоначально. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк. Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка на телеграм-канал в описании к этому видео. Также обращаем ваше внимание, что сейчас на экране два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, там много полезной, важной, нужной и интересной для вас информации.